Сегодня мы с вами окажемся в уникальном месте на карте северной столицы. Это главная городская библиотека Петербурга имени Маяковского. Ну вот позади меня находится Аничков мост, это река Фонтанка, а на том берегу сразу два выдающихся особняка. Я не буду забегать вперед и рассказывать об их истории, у нас будут специальные гости внутри программы. Но сразу скажу, что северная столица всегда отличалась от других городов России своими уникальными архитектурными решениями. Особняки, дворцы, доходные дома и так далее. Многие из них принадлежали великим князьям, членам императорской семьи, аристократии, выдающимся людям русской культуры. Но сегодня некоторые из этих зданий являются уникальными книгохранилищами. Вот по ним мы и прогуляемся в программе «Этажи Петербурга. Город растет». Откуда появилась графиня Карлова, кто это такая и как библиотека сюда въехала? Построил ее Георгий Мекленбург-Стрелецкий, внук Павла I. Точнее, нет, то есть член императорской семьи? Да, правнук Павла I. С этой, соответственно, библиотекой связана совершенно головокружительная история, романтическая. Для меня это такой символ любви, потому что член императорской семьи женился на фрейлине своей матери. Ничего себе, вот это поворот, самое интересное. Так. Да, долго вся семья была против. Больше того, когда они поженились, матушка это дело сразу... До свидания. В смысле, я не признаю эту невестку. И, в общем-то, весь двор от них отвернулся. А графиня Карлова это была та самая Наталья? Она стала графиней Карловой, потому что нужно же было как-то уравнять это дело. И ей в Мекленбурге даровали этот титул. И в результате перебрались сюда. Все было в этом особняке прекрасно, замечательно, кроме того, что не было места под библиотеку. Он ее специально построил и сразу же был нанят управляющей библиотекой. Так вот, приказчик один раз закрыл глаза на то, что смету превысил ведущий библиограф, мне хочется сказать. Второй раз. А на третий раз он урезал эту смету ровно до того количества, которое нужно было. В общем, герцог об этом узнал. И вместо того, чтобы там как-то наказать его, отругать, во-первых, дал денег на это, плюс еще и премию выдал ему сверху. Понимаете, книга в то время, да, это фактически... главное развлечение. Да, чуть ли не единственное и довольно редкое. А правильно понимаю то, что вот сама непосредственно библиотека-книжный магазин Черкесова, вот ее фонд лег в основу фонда Маяковки? Да. Там была очень интересная система, которая, мне кажется, даже сейчас была бы актуальна. Ты выкупаешь книгу, но когда ты книгу прочитал, ты ее возвращаешь, и с тебя удерживают только деньги за использование этой книги. Ты, конечно, мог ее себе оставить, но вот таким образом фонд, он оставался плюс-минус стабильным, и при этом докупалось что-то новое. Мне кажется, это очень интересная система. Ну, тогда предлагаем продолжить нашу экскурсию по особняку графини Карловой. Переместились мы в мемориальную библиотеку князя Георгия Владимировича Голицына. Это, получается, внук Георгия Георгиевича. Так оно и есть. Дело в том, что Наталья Федоровна с семьей эмигрировала. Они жили все в Англии, правильно понимаю? В Великобритании, да. Действительно, Англия и Великобритания. Действительно, совсем разные страны. Да, действительно. И дочка Георгия Владимировича, Катя, решила здесь сделать мемориальную библиотеку. А читатели обычные могут сюда приходить и пользоваться ею? Да, больше того, обязательно пусть приходят. Мы здесь их очень ждем. Здесь великолепные абсолютно специалисты работают. Слушайте, Голицын, конечно, вылитый голливудская кинозвезда. Вот, я тут смотрю на некоторых... Вот здесь особенно, просто какой-нибудь Я сейчас еще его супругу покажу. Джин Мари Дане, будущей княгиня Голицына. Это просто Голливуд. Так оно и есть, да. Она вообще, мне кажется, должна была быть актрисой. Или, может быть, топ-моделью.
Но они бывали в Петербурге. Бывали, конечно. Вот, на фоне как раз. Прогуляемся уже по более, наверное, Да. современному виду Муся, извините. библиотеки. Муся, это Муся. Знакомьтесь, Муся, главный символ Маяковки. Да, который пытается вырваться. Очень недовольна Муся. Как мы смели. Сколько лет она уже живет в библиотеке? 13 лет где-то. 13 лет. Взрослая Муся Взрослая такая. девочка, да. Ее так просто, знаете, на руки это непонятно кому нельзя. А это правда, что здесь существует, живет привидение? Да, говорят, что здесь есть привидение. Кто-то видел даму в белом. Многие говорят, что это призрак герцогини Карловой. Но я бы как раз предположила, что скорее это призрак ее дочери Натальи, которая умерла и была здесь захоронена. Вот. Скорее это она. Но вот, да, библиотекари поговаривают, что пару раз видели привидение. А вы видели? Я? Нет. Я на Невском 20 работаю. У нас нет привидений. У нас только лучший нотный фонд. Хорошо, отправляемся, друзья, на Невский 20. Ну что, Маша, мы пришли, можно сказать, в твое родное помещение, и все это бывшая голландская церковь. Да, я прям чувствую, как стены дают мне силу. Здесь, если мы зайдем, увидим орган. Органные концерты по-прежнему здесь даются. Даются стабильно. И больше того, здесь проходят выставки. Вот мы сейчас на фоне уникальной выставки Покраса Лампаса. Да, это современный художник-каллиграфист. И, в общем-то, здесь, если пойти налево, здесь медиатека. Мы будем слушать Прокофьева. Нет, Рахманинова. Рахманинова. Но не все идеально конкретно с этой пластиночкой. Вот та самая коллекция винила, как я понимаю. Есть данные, сколько всего тут? Около 20 тысяч. То есть это не точная цифра, но могу сказать точно, что это самая большая коллекция винила в Санкт-Петербурге. И очень классная история в том, что вы можете переписывать музыку с кассет на пластинку, с диска на пластинку и наоборот. То есть у нас можно и нужно приходить в библиотеку, чтобы слушать музыку. И для этого создан этот отдел. Наконец-то мы попали в нотный отдел, и в руках у нас прямо раритет настоящий. Собственно, римский Корсаков, опера Садко, 1897 год экземпляр. У нас вообще-то есть вот такие раритеты, и их можно взять, вдруг вам захочется антуража, с таким вот видом на Строгановский дворец. Ух ты, и на мойку. И на мойку поиграть, подработать технику. Я прикоснулся к частичке музыкальной истории России. Это точно. Так, с музыкой, нотами и оперой разобрались. Теперь пойдемте в родной отдел Маши. Там хранится все, что связано с историей нашего славного города. А можно я воспользуюсь тем, что мы Да, пришли? пожалуйста. Поднимусь по этой лесенке куда-нибудь на самый верх. О, смотрите, какая книжка. Да, Увеселительные заведения Старого Петербурга. например, там есть театр «Грязный Джо» или что-то в этом роде. Ого! Я боюсь представить, что там было. Оперетта, скорее всего, оперетта. Это адрес-календарь. Они есть в оцифрованном виде, куда люди подавали заявку и указывали свое место жительства. Я предлагаю нам эту страницу истории закрыть уже и отправиться в другое подразделение библиотеки Маяковского на Охте. Называется она Охта-8, там будет уже совсем другого типа библиотека. И мы теперь можем увидеть такой контраст мощный. С одной стороны, книжные раритеты, с другой стороны, супер модное какое-то уже космическое пространство библиотеки.
Наша специализация – это наука, поэтому у нас здесь и телескоп, у нас здесь динозавры, у нас здесь постоянно лекции. Научпоп вообще Процветает. абсолютно и брались. Нам его подарили наши читатели. Друзья, здесь крест Смольного собора. Крест Смольного собора можно разглядеть неплохо, а вот инопланетян вообще не видно. Никто никогда не видел. Это правда то, что про вас говорят, что у вас уникальная книжная коллекция в плане того, что есть древние раритеты, а еще вы собираете такие современные книги, которые бы ни одна другая библиотека себе не осмелилась позволить? Ну, надеюсь, что так. Вот у нас давно в планах такая суперсовременная фем-полочка с книгами о фем-движении, с книгами о сексе, о контрацепции, обо всем. Сейчас много разных книг выпускается, и не все библиотеки имеют возможность финансовую или их покупать, или, может быть, их мешает самоцензура, не знаю, да. Вот, но мы готовим эту полочку, и к будущему 8 марта обязательно ее представим. Если мы будем говорить о том, кто ходит в библиотеку. Да вообще ходят все. И мероприятия у нас самые такие разные. Не только наука. Но, допустим, мы иногда выходим, сейчас лето, мы выходим на улицу, и у нас здесь День дома, и у нас здесь 2 потрясающих кладбища, Малоохтинское и Большеохтинское. Нескончаемый источник экскурсий и всяких историй. Еще у нас есть замечательная терраса, и мы на ней пленэры устраиваем, и выносим туда мольберты, и люди рисуют на улице. Это какой-то МФЦ, что ли? Книжный. Да, что-то такое. То есть очень много услуг, и книги – это приоритетная вещь, но далеко не единственная. Это прямо вот на первом месте, но очень-очень много всего. Мультикультурное пространство. Что-то такое. Это Фрося. Да, это Фрося. Когда открылась библиотека Охта-8, сразу же появилась у нас и Фрося, потому что как без кошки. Победила даже в каком-то конкурсе. Да, был городской конкурс, в нем победили Муся с Фонтанки и Фрося с Охты. Поснималась и убежала. Друзья, в принципе, все тогда. Я думаю, мы закончим нашу экскурсию. Ирина, тебе огромное спасибо. Охте-8 процветания. Спасибо. Дальнейшего развития. Приходите. Трансгалактического научно-популярного. Но вы смотрели программу «Этажи Петербурга. Город растет». Спасибо, что провели это время вместе с нами. До свидания.